Итак, буквально на днях появился первый тизер-трейлер будущей EA FK 25. И несмотря на название этого канала, несмотря на весь тот основной контент, который представлен на этом канале, время от времени я позволяю себе подобный автоп, а в частности посмотреть на конкурентов со своей колокольни, со стороны игрока в eFootball, игрока PES, посмотреть, как у них обстоят дела, и в лишний раз окунуться в их нововведения и по возможности даже сравнить, если такая возможность имеется. И сегодня предлагаю заняться тем же самым. Тизер-трейлер появился, первые тезисы будущей части EA FK25 также появились, и сегодня их вкратце обсудим. Не забывайте подписываться на этот канал, если находитесь здесь впервые, и поддерживайте лайком это видео. Ну а мы начинаем. Если рассуждать о будущей FK25 банально с точки зрения представленного тизер-трейлера, вообще не обращая внимания на то, что представили разработчики помимо него, касаемо скриншотов, конкретных тезисов, касаемо нововведений и изменений, то я готов поздравить фанатов из параллельного лагеря, скажем так, этаких идейных и игровых конкурентов, потому что электроники все больше и больше признаются в том, что им нечего представлять своим фанатам. Ну серьезно, главным лицом игры был выбран Джуд Беллингем. В прошлом году был Эрлинг Холланд, в этом году, как-то ни странно, Джуд Беллингем, после ударного сезона. Ну что самое забавное, с момента предыдущей части Джуд Беллингем вообще не претерпел никаких изменений в игре. Может быть, к релизу игры ему плюс-минус обновят его лицо, как, опять же, действующему лицу самой игры, но на момент тизера его фейс остается точно таким же, как и в FK24. И по сути, нынешний Беллингем в игре не сильно-то и похож на настоящего. Ну, то есть как, черты лица вроде бы знакомые, и это тот же самый Беллингем, но прическа, вот, грубо говоря, вообще не та, оборотка отсутствует. И лицо как будто бы сильно моложе того, что есть у Беллингема на данный момент. То есть это какой-то Беллингем из 2020-2021, когда тот еще играл за Боруссию Дортмунд. Он как бы окреп, повзрослел, но электроники как будто бы это толком не воспринимают и оставляют фейс вообще без каких-либо изменений. И при всем этом делают на нем прям конкретный акцент во время скриншотов, во время самого тизера, и кажется, что их вообще ничего не смущает. Но что касается самого тизера, то ничего конкретного, как и всегда, электроники не показали, то есть самой главной целью тизеров, трейлеров у Electronic Arts является не столько демонстрация каких-то нововведений игрового процесса, сколько просто показать красивую обертку. Как и всегда, крайне привлекательные кинематографичные кадры, вроде бы накал страстей, эпик, но по сути за всем этим кроется все то же самое, что и обычно, то есть скользящий геймплей, баги, гандикап и все остальное. И сейчас я не хочу сказать, что чего-то подобного нет в eFootball, как раз таки наоборот, этого присутствует ничуть не меньше. И в принципе это касается любых аргументов, если я скажу что-то против EA FK, и мне в ответ попытаются сказать, что ну вот же в eFootball вообще ничуть не лучше. И я с этим не спорю на самом деле. По качеству и количеству режимов, в целом увлекательности онлайн-процесса, eFootball на самом деле крайне и крайне сильно уступает той же FK, но тем не менее это не отменяет всех тех проблем, что присутствуют у обеих игр. И как постоянный игрок в тот же самый eFootball, в принципе, я этого не отрицаю и постоянно при возможности стараюсь подмечать. Но даже это не мешает мне отмечать нечто подобное в стане конкурентов. Вы сколько угодно можете обращать внимание на недоделки в игре от Konami, но если в то же время вы не воспринимаете свои проблемы, свои баги и свои недочеты, то это не делает вашу точку зрения более выигрышной. Но мы потихоньку уходим в степь дискуссии, которая нас особо в рамках этого ролика не интересует, за исключением его потенциальных комментариев. Поэтому давайте также немножко обратим внимание на то, что рассказали сами разработчики касаемо нововведений и каких-то новых фишек. Как по мне, одна из самых примечательных заключается в том, что в режиме карьеры в 25-й части у FK появится возможность играть за легенд, то есть та же самая возможность, что некогда была у серии Pro Evolution Soccer. В 21-й, 20-й и, возможно, и в предыдущих частях была возможность импортировать легенд из MyClub. То есть тех легендарных игроков, которых вы выловили в онлайне, вы спокойно могли перенести в свой файл сохранения за ту или иную команду. Возможно, и скорее всего в FK25 это будет работать несколько иначе, но факт остается фактом. Теперь реальные футболисты могут спокойно играть в карьере теми же самыми легендами футбола. В принципе, для контент-мейкеров это в лишний раз интересное нововведение, что в лишний раз позволит создавать какие-то отдельные ролики, шортсы на ютубе, и в принципе неплохо. Касаемо реализма, это, конечно, спорное решение, но так как это нововведение скорее всего будет опциональным, то есть можно будет играть с ним, либо же без него, в принципе ничего плохого в этом нет, как по мне.
Также я слышал пару-тройку уже неофициальных новостей о том, что разработчики также собираются немножко видоизменить режим карьеры, в частности, пересмотреть свой подход к молодежной академии и, так сказать, переработать молодых футболистов. Это в лишний раз тоже здорово, это позволяет больше времени сосредотачивать на развитии молодых футболистов, а не только на приобретении реальных и существующих футболистов, и, в принципе, тоже неплохо. Но что больше всего меня рассмешило, так это тот факт, что в 25-й части ФК, скорее всего, появятся новые роли у футболистов. Так называемые стили, которые присутствуют у нас в eFootball, и которые присутствовали без того в том же самом Football Manager. Но, знаете, правые и левые защитники теперь станут атакующими и обороняющимися, что-то в этом роде. И нечто подобное ожидается и в 25-й части ФК. На самом деле, для меня откровение, что чего-то подобного не было в предыдущих частях, да и, в принципе, всегда, когда доводилось поиграть, будь то FIFA 23 или в ту же самую FK 24, отсутствие подобных ролей, стилей у футболистов, оно немножко ставило в ступор. Но здорово, что спустя столько лет электроники додумались до чего-то подобного. То есть, как мы наблюдаем, какие-то небольшие нововведения присутствуют. Но, по сути, с глобальной точки зрения, с точки зрения, скорее всего, игрового процесса, самих режимов, каких-то глобальных изменений, судя по всему, не ожидается. Но при всем этом у игры сменилось главное лицо, сменилась обложка, и, скорее всего, за очередную часть FK25 придется отвалить немалое количество денег. И самый главный вопрос, а стоит ли оно того? Чтобы поиграть и в целом не пропустить новую часть и не пропустить новый контент, конечно же. Но с другой точки зрения, в лишний раз убеждаешься, что нынешняя концепция eFootball, выбранная Konami, а в частности Free-to-Play и просто с каждым новым сезоном глобальное обновление, в принципе, оно кажется чуть более честным. Конечно, не стоит прям зацикливаться на примере самих Konami, потому что концепция-то для футбольного симулятора неплохая, но то, как ее реализуют и в целом используют Konami, это тот еще отдельный вид извращенства. Но даже так, подобное извращенство, оно отчасти даже честное с игроками. Составы не обнуляются, хотя в этом есть своя отдельная проблема, и в лишний раз full прайс за все то же самое платить не приходится. Конечно, можно с пеной у рта доказывать, как много добавили мелких нововведений, которых не было в предыдущей части, что у игры теперь совсем другое главное лицо, но, как по мне, оно того не стоит. По крайней мере, не за ту цену, за которую предстоит игрокам покупать эту игру на тех же самых консолях. А с учетом нынешнего положения дел, цена там крайне и крайне немаленькая. В общем-то, на этом я заканчиваю свой, скажем так, спич и объявляю срач в комментариях открытым. Буду рад узнать ваше мнение касаемо всего услышанного, в целом ваше мнение касаемо новых скриншотов, тизера FK25. Если вы здесь впервые, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить, и обязательно поддерживайте это видео своими лайками. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за вашу активность, и услышимся в следующих роликах. Yep.